В Германии заговорили о капитуляции России. Что стоит за заявлением из Берлина после громких обещаний Мерца? Разберем детали. Хук для Зеленского. Кличко наносит удар. Мэр украинской столицы в интервью западной прессе заявляет, что в Украине воняет авторитаризмом. Что происходит? Лондон боится Путина и не отправит свои войска в Украину, но должен помочь в создании ядерного оружия для Киева. Призыв британских военных. Швеция берет на прицел суда в Балтийском море, которые следуют из России. Новое решение и официальное предупреждение. Финны поднимают в небо F-35 и укрепляют границу с Россией. В Хельсинки решили передать сигнал Кремлю. Армия РФ пошла в наступление. Киев признает проблемы. Зеленский обращается к США. Начата эвакуация населения. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Каждый корабль под прицелом. Швеция уже с 1 июля берет на мушку иностранные суда, которые будут проходить через Балтийское море. Особый интерес к тем, которые потенциально могут относиться к теневому флоту России. Издание Шведен Herald пишет, что соответствующее решение приняло правительство страны. Под пристальным вниманием шведов окажутся устаревшие, незастрахованные суда с неясной структурой собственности. Ведь часто именно такие суда используются для обхода санкций. С июля береговая охрана и морская администрация будут обязаны собирать информацию о страховании всех зарубежных судов, не только заходящих в шведские порты, но и проходящих через территориальные воды и исключительную экономическую зону страны. Швеция призывает другие страны региона принять аналогичные меры для усиления контроля над морскими перевозками и предотвращения возможных инцидентов, связанных с судами теневого флота. Тем временем у берегов Китая уже 6-й день простаивает гигантский танкер с миллионами баррелей российской нефти. Пекин отказывается принимать судно. Как сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров и данные о передвижении судов, груз остается непроданным. По оценке источников агентства, сложность реализации партии связана с опасениями вторичных санкций со стороны США, а также со снижением интереса к российской нефти со стороны крупных китайских переработчиков. Застрявший у китайских берегов танкер загружен нефтью марки ESPO. Такую обычно закупают государственные НПЗ КНР, однако в данном случае от покупки воздержались, в том числе из-за высокой стоимости. Даже с учетом падения мировых цен стоимость превышает установленный потолок в $60 за баррель. По данным Reuters, основными покупателем российской нефти остаются независимые переработчики, так называемые самовары, которые не взаимодействуют с долларовой системой и не опасаются санкционных рисков. Огневая мощь артиллерии и истребители F-35 у границ с Россией. В Финляндии, у которой с РФ общая сухопутная граница практически 1300 километров, заявляют, что на протяжении всей истории страны относились серьезно к российской угрозе. И теперь Хельсинки отправляют сигнал Москве и Путину. Будут наращивать оборонку, укреплять границы и благодарить за все США. Финны рады видеть, как Соединенные Штаты толкают Европу к наращиванию оборонных возможностей. Об этом заявил глава Минобороны Финляндии Анtti Häkkänen. Он считает, что Европа наконец-то зашевелилась и стала увеличивать расходы на оборону именно после резких заявлений Трампа и руководства Пентагона Пита Хексета. Прежде всего, мы должны навести порядок в собственном дворе, на родном континенте, в Европе. Когда европейская оборона будет в надлежащем состоянии, тогда у нас появятся ресурсы, чтобы делать что-то большее. Но сейчас все европейские страны должны сосредоточить основное внимание на защите Европы, чтобы Соединенные Штаты могли сосредоточиться на Индо-Тихоокеанском регионе. Но если все страны будут распылять свои силы и внимание, это приведет к тому, что европейская оборона будет развиваться медленно. А это только на руку Владимиру Путину. Финский министр практически слово в слово повторил слова Хексета, выступая на Азиатском форуме по вопросам безопасности, который сейчас проходит в Сингапуре. Глава Минобороны США не вспоминал Путина, однако говорил о новой угрозе. Ею назван Китай. Хексет предупредил участников заседания, что угроза со стороны Пекина реальна и потенциально неизбежна. Предлагаю послушать его прямую речь. Должно быть ясно для всех. Пекин всерьез готовится к возможному применению военной силы с целью изменить баланс сил в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы это знаем.
Общеизвестно, что председатель Си Цзиньпин приказал своей армии быть готовой к вторжению на Тайвань к 2027 году. Народно-освободительная армия Китая строит необходимые военные силы, ежедневно проводит обучение и репетиции для реализации этой задачи. Адмирал США Сэмюэл Папара не раз прямо говорил об этом. Еще раз. Любая попытка коммунистического Китая захватить Тайвань силой приведет к катастрофическим последствиям для Индо-Тихоокеанского региона и всего мира. Армия пошла в атаку. Наступление на юге Украины. Гремит техника и рвет пехота. В Киеве признают, войска Путина начали штурмовать юг страны. Атаки зафиксированы в Запорожской области. Об активизации войск РФ сообщил главком ВСУ Сырский. Принимаем меры для повышения устойчивости обороны наших войск путем усиления резервами угрожаемых направлений и увеличения степени огневого поражения противника. Проводим в том числе активные действия для улучшения тактического положения, в том числе на территории страны-агрессора. Сырский пишет, что не только на запорожском направлении, не просто в центре его внимания еще Покровское, Лиманское, Торецкое и Новопавловское направления, а также приграничные районы Сумской области. В то же время Z-военкоры и блогеры пишут о том, что у ВСУ треснул фронт на еще одном участке Сумского направления, в районе Александрии. Вот какую информацию дает Подоляка, Z-блогер, находящийся под санкциями Украины и заочно осужденный в стране на 15 лет. В общем, чем дальше, тем больше. Противнику нужно здесь что-то срочно делать. Но откуда брать резервы? Ведь не далее, как сегодня их главком Сырский сказал, что российская армия начала наступление и в районе Запорожья. Приказ Путина о создании буферной зоны. Сумская область в данном случае в поле зрения Москвы. В сети продолжают обсуждать заявление главы Комитета Госдумы по обороне Картополова, который накануне озвучил потенциальный план Кремля и отправил сигнал Зеленскому. Заговорили о взятии Одессы. Мы с самого начала говорили, что каждый день отдаления дипломатического решения этого конфликта ухудшает условия для Украины. И это продолжится до тех пор, пока истеричный режим Зеленского будет продолжать вести себя как кисейная барышня. Поэтому не захотят, получат все. И без Запорожья останутся, и без Днепропетровска, без Сум, без Харькова, и без Одессы с Николаева. В ВСУ при этом говорят, что многие атаки отражают. Тем не менее, неделя для Зеленского заканчивается полным провалом. С таким заголовком вышла статья издания «Бильд». Авторы материала пишут, что Зеленский якобы получил отказ от Мерца касательно поставок Украине ракет «Таурус». А на фоне этого ВС РФ продвигаются. «Бильд» пишет о взятии под российский контроль 18 населенных пунктов за последние недели. При этом войска Кремля атакуют украинские позиции почти по всей 500-километровой линии фронта. На юге они находятся в 2 километрах от границы с Запорожской областью. В центре – в 3 километрах от Днепропетровской области. На севере – в 1 километре от Харьковской области. Зеленский подтверждает информацию о новых штурмах российской армии. В своем традиционном вечернем видео он обратился к США. Надеется, что американская сторона будет решительная в вопросе санкций. При этом Киев вновь повторяет, до переговоров с Россией в Стамбуле уже меньше суток, а Кремль, похоже, на выходном. На Банковой говорят, ни Турция, ни США, ни Украина до сих пор не знают деталей российского меморандума. Переговоры могут закончиться провалом, намекает украинская сторона. По состоянию на это время нет четкой информации, с чем россияне собираются в Стамбул. У нас нет, у Турции нет, у Соединенных Штатов тоже нет, и у других партнеров. И пока что это выглядит не очень серьезно. Мы по этому поводу вчера говорили с президентом Турции Эрдоганом. Конечно, все в мире хотят, чтобы дипломатия заработала и чтобы было реальное прекращение огня. Все хотят, чтобы Россия прекратила играться с дипломатией и заканчивала войну. Все хотят серьезного мира, и Россия должна на это пойти. Европа тем временем готовит запасной вариант, если Трамп вдруг устанет от переговоров с Путиным и откажется от роли миротворца в российско-украинской войне. Об этом сообщает The Telegraph. Цитирую слова издания. Британские и французские чиновники, разрабатывающие планы по созданию миротворческих сил в Украине, обсудили необходимость спуститься с небес на землю и признать, что Трамп может отказаться от поддержки этой страны. Чиновники договорились сместить акцент с размещения европейских войск для поддержки потенциального прекращения огня на обеспечение долгосрочной обороны Киева от вторжения
России без участия США. Конец цитаты. О том, что Лондон уже не готов отправлять свои войска в Украину, заявил и отставной полковник британской армии во время Black Sea Security Forum в Одессе. Европейцы боятся Путина, говорит Кэмп. Давайте послушаем. Поэтому наше участие, если и будет, то, скорее всего, ограничится обучением украинских военных в тылу и помощью в наращивании их потенциала. Это, конечно, полезно, но реальность такова. Ни Великобритания, ни любая другая европейская страна в ближайшее время не собирается направлять войска в Украину. Они боятся Путина. И дело не только в страхе, у них просто нет соответствующих возможностей. Великобритания не может развернуть тысячи солдат, особенно на длительный срок, в Украине. Это невозможно. Путин уже пригрозил нанести удар по любой стране НАТО, которая отправит туда войска. И это, безусловно, стало одной из причин, по которой Стармер изменил свою позицию по этому вопросу. При этом Кэмп считает, что Украина спокойно могла бы иметь свое собственное ядерное оружие, как когда-то. Он заговорил о том, что Лондон должен помочь Киеву в разработке ЯО в рамках договора о стратегическом партнерстве. О том, что с Россией не надо мягко говорить, считают в Литве. В МИД страны также обратились к США и намекнули, что пора пряник заменить на кнут. В Вильнюсе также считают, что новые переговоры в Стамбуле не принесут результата. Смотря с какими намерениями и с каким настроем прибудет российская делегация. Если они будут такими же, как в прошлый раз, то мы знаем, чем все закончилось. Не было никакого реального желания вести переговоры, а значит, и никаких ощутимых результатов, связанных с прекращением огня. Весьма вероятно, что так будет и на сей раз. А в Германии тем временем заговорили о капитуляции России. Говорят, такой вариант невозможен. Поражения не будет. Чуть ли не впервые так открыто заявляет глава немецкого МИДа. И вот почему. С моей точки зрения, с самого начала было ясно, что эта война, скорее всего, закончится путем переговоров. Полное поражение ядерной России в виде капитуляции было маловероятным. Поэтому мы стали чуть честнее. Украина эффективно обороняется и может занять сильную позицию на переговорах. Для нас важно, чтобы решение принимала Украина, а не кто-то другой за ее спиной. В то же время новый немецкий канцлер Мерц после встречи с Зеленским на этой неделе отправляется в Вашингтон к Трампу. Цель – лично укрепить отношения Германии со Штатами. Встреча Мерца и Трампа состоится 5 июня, сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-службу правительства Германии. О чем же будут говорить лидеры стран, вот что пишет Bloomberg. Темами переговоров станут война России против Украины, ситуация на Ближнем Востоке и торговая политика. С момента вступления в должность Мерц объездил Европу, встречаясь с союзниками во Франции, Польше, странах Северной Европы и Украине. Однако он еще не побывал за Атлантикой, несмотря на обещание улучшить отношения с администрацией Трампа. Отношения между Вашингтоном и Берлином напряженные из-за вопросов торгового баланса и поддержки Киева. В то же время The Guardian также намекает, что несмотря на позицию Мерца и его разные обещания, Украина вряд ли получит ракеты «Таурус», потенциальная передача которых на этой неделе стала информационной бомбой. Вероятно, что министр финансов Германии Ларс Клингбайл, который является ко всему представителем социал-демократической партии, заблокировал решение о предоставлении немецких ракет Украине. А это, в свою очередь, бьет и по имиджу Мерца. Но Мерц может столкнуться еще с одним ударом. Ему предстоит встретиться с Трампом в овальном кабинете перед десятком телекамер. И американский президент может устроить что-то подобное, что уже устраивал на своей территории с Зеленским или президентом ЮАР Рамафосой. Падение моста с фурой на пассажирский поезд – топ-тема в России. За полночь в России появились первые сообщения об обрушении переправы в Брянской области. В этот момент под мостом двигался поезд с сообщением Климов-Москва. 4 вагона сошли вместе с локомотивом с рельс. Люди вытаскивали заблокированных пассажиров поезда через окна. СМИ РФ в первые минуты после чрезвычайной ситуации сообщили о взрыве самодельного взрывного устройства, которое могло быть заложено в конструкции моста. И предварительная версия на момент записи выпуска – это диверсия.
После Московская железная дорога назвала причину ЧП и исхода вагонов с рельс. Далее цитата. «Из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта». Губернатор области Богомаз лишь сообщал, что на месте работают все экстренные службы, представители органов власти. Десятки людей были ранены, как минимум 4 человека погибли. Это и пассажиры, и члены локомотивной бригады. Кличко против Зеленского. Самые узнаваемые на международной арене украинские политики, президент страны и мэр Киева вступили в открытый политический конфликт. Они на грани войны, пишет The Times. Кличко говорит о воне авторитаризма в Украине. Издание напомнило, что еще в начале войны Зеленский, воспользовавшись военным положением, назначил военную администрацию в столице, которая по сути дублировала полномочия мэра. Также с подачи офиса президента антикоррупционное бюро разоблачило масштабную коррупцию в окружении Кличко, арестовав 7 его подчиненных. В интервью The Times Кличко рассказал, что работа Киевсовета была парализована обысками, допросами и угрозами по сфабрикованным уголовным делам, которые не дают депутатам собрать кворум для принятия решений. Также бывший чемпион обвинил Зеленского в использовании военных администраций по всей стране, чтобы забрать власть у избранных мэров. Вот какой удар нанес Кличко по Зеленскому в интервью западной прессе. Давайте послушаем. Это чистка демократических принципов и институтов под прикрытием войны. Я однажды сказал, что в нашей стране пахнет авторитаризмом. Теперь здесь воняет, многие мэры запуганы, но мой статус знаменитости – это защита. Можно уволить мэра Чернигова, но очень сложно уволить мэра столицы, которого знает весь мир. Поэтому делается все, чтобы дискредитировать и разрушить мою репутацию. Украинские политологи уверены, что корни конфликта Зеленский-Кличко намного глубже, но вероятно, что бюджетом Киева действительно могут злоупотреблять, ведь в условиях войны это делать проще. По словам политолога Владимира Фисенко, свои корыстные интересы есть и у Зеленского, и у Кличко. И напоследок о масштабном наводнении в Нигерии. Более 150 погибших и тысячи пострадавших. Из-за ливней и обрушения дамбы в городе Моква, это центральная часть Нигерии, погибли как минимум 150 человек. Более 3000 жителей были вынуждены покинуть свои дома, а сотни числятся пропавшими без вести. Особенно сильно пострадали районы Тифин-Маза и Амгуван-Хаусава. Там люди оказались буквально по пояс в воде. Их самодельные ветхие дома смыло потоком воды и грязи. Многие пытались спасти свои вещи и стали жертвами стихии. По данным местных властей, сильное течение уносит тела в реку Нигер. Число погибших может возрасти по мере продолжения поисково-спасательных работ. Президент Нигерии Бола Тинубу выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что ни один пострадавший не останется без поддержки. Наводнение в Мокве стало одним из самых смертоносных в истории региона. То, что мы здесь пережили, знает только Бог. Это касается не только утраченного имущества, но и человеческих жизней. Никто вам точно не скажет, сколько людей погибло, но, думаю, счет идет на сотни. Я лично потерял около 20 человек. Друзья, как всегда, интересны ваши мысли по поводу всей информации, которая прозвучала в выпуске. Оставьте свою точку зрения в комментариях. И спасибо вам за эти комментарии и за поддержку лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.